Я считаю, что у Соединенных Штатов есть три задачи. Задача максимум при этом — это получить доступ и контроль российских природных ресурсов. Такая природная кладовая. Не все считают, что нам несправедливо Бог послал все это счастье, нефть, газ, золото, алмазы, куча всего, да. И русские, обладая такими гигантскими территориями, такими природными богатствами, и это несправедливо. Вот если бы они этим всем обладали, вот это было бы правильно. Поэтому попытки расчленить, уничтожить, взять под контроль Российскую Федерацию, они будут продолжаться, и это задача максимум. Я так думаю, что если бы у них получилось, то они бы сделали так, как они сделали с арабским миром. Смотрите, сколько людей сколько стран говорят на арабском языке. Они все разделены, воюют друг с другом. И если они победят, они сделают так, чтобы у нас на территории России были вот такие вечно воюющие, бедные, голодные анклавы. А предприятия, которые продают нефть, газ, принадлежали иностранным компаниям, уран. Вот. Это задача. Это основная задача. Вторая — это удар по Европе. Удар по Европе. Знаете, сейчас время смены технологических укладов. Она, как правило, сопровождает сменой лидеров мира, мировых лидеров. Как правило, этот период проходит войны, революции, эпидемии, потому что это все очень сложно. Старая элита очень тяжело отдает власть. Для того, чтобы сейчас в Соединенных Штатах кризис серьезный, он системный. Аналитики говорили, экономисты, о том, что он грядет давно, предсказывали, и вот он наступает. И, как говорят, боливар двоих не вынесет из О. Генри, да, так и экономика Запада не может уже выдерживать Европу и содержать и Европу, и Соединенные Штаты. Для того, чтобы деньги, капиталы, производство, подготовленные кадры переехали в Соединенные Штаты, вот все, в том числе это все затея. Ну, смотрите, взорвали газопроводы, да? Химическая промышленность, производство удобрений, много всяких производств сейчас просто нерентабельно. Производство алюминия и так далее. То есть у них выход какой? Бизнес ведь очень циничный, мало патриотичный. Где можно сейчас получить дешевую энергию, дешевые деньги только в Соединенных Штатах и более-менее безопасность при производстве, при работе, потому что Соединенные Штаты сейчас поджигают одну за другой точку во всем мире. И капиталы и производство сейчас будут бежать в Соединенных Штатах. Сколько это все продлится? Мне сложно сказать. Я не такой большой эксперт, у меня нет таких точных данных по Европейскому Союзу. Мне сложно сказать, сколько надо, какой запас прочности у европейской экономики. Соединенные Штаты будут затягивать этот конфликт, регулируя его скорость поставками денег и оружия и административными методами. Будут поступать команды: это делайте, это не делайте. Да, где-то их украинцы будут выполнять, где-то не выполнять. Но это тоже работа. Я, может быть, скажу такую парадоксальную вещь, что до тех пор, пока экономика Европы не будет разрушена, Соединенные Штаты будут делать все, что даже если представить умозрительно, Украина могла бы победить Российскую Федерацию, вот они не будут давать совершиться этой победе. И третья задача — это удар по Китаю. Не удивляйтесь, потому что Китай, конечно же, это серьезный геополитический противник, и
Многие бы задали вопрос, а при чем здесь Китай? Но дело в том, что рынок Европы – это крупнейший рынок для Китая. И когда падает экономика Европы, это очень сильно бьет по Китаю. В Китае тоже сейчас не очень простая ситуация с экономикой. Очень большие кредиты, и обслуживание которых требует постоянного роста ВВП. Когда у них рост меньше 6%, у них начнут банкротиться крупнейшие банки. Это будет крупнейший кризис Китая, поэтому они вынуждены бежать все быстрее и быстрее. И по ним ударить тоже достаточно легко. При всем при этом надо не забывать о том, что вся эта стратегия будет работать, если Российская Федерация тоже будет соответствующе себя вести. Я так думаю, я могу предположить, что с Россией работает переговорная группа. И Россия все время, и России все время говорят так, что знаете, мы можем с вами договориться, и мы в шаге от договора. Но надо не уничтожать возможность выйти на эти переговоры. А вот до тех пор, пока вы не делаете первое, второе, третье, четвертое, у нас остается возможность договориться. Вызовы, которые стоят перед нашей страной, настолько серьезные, что, в общем-то, понятно желание руководства прекратить эту бойню, это разрушение славянских государств, эту войну, и выйти на какие-то договоренности. Проведение референдумов и признание этих территорий, новых территорий, это выход России за флажки. Знаете, как у Высоцкого есть песня «Идет охота на волков», да? Вот опытный матерый волк, вожак стаи, пытается вывести свою стаю за флажки. И отсюда и пошли такие нетривиальные методы, как взрыв газопроводов. Возможно, будут еще какие-то события. Для того, чтобы вернуть Россию в тот сценарий, по которому мы пройдем как по коридору, и где у нас незавидный финал. Что хочется пожелать? Я хочу сказать, что простых решений нет.